Всем привет! Вы на канале Pars Wool. В этом ролике мы будем вязать шапку бини. Стандартная классическая шапка с удлиненной макушкой, которая идет практически всем. Вяжем на взрослого, обхват головы 55 см, ширина шапки 22 см, длина 25 см. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы будем вязать из пряжи Gazal Alpaca Air. Пряжа ворсистая, теплая и очень интересная. Здесь в мотке на 50 грамм 150 метров в составе полиамид, мериносовая шерсть супервош и бэби альпака. Мой цвет номер 72. Пряжа окрашена с эффектом меланжа, такой неоднородный оттенок, очень мягкая, совершенно не колючая. Производитель рекомендует спицы 5-6 мм, но шапку мы будем вязать на спицах номер 4. Оставляем длинный кончик нити на круговые спицы номер 4, длина лески 40 см. Обычным способом набираю 80 петель. В 1 сантиметре у меня 1,8 петли. Набрали 80 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы и накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и начинаем вязание лицевыми петлями. Все петли провязываем за переднюю стенку, как в этом ряду, так и в последующих. Просто вяжем лицевыми по кругу, и таким образом нам надо провязать 15-16 сантиметров. Я провязала 16 сантиметров нашей шапки. У меня здесь провязан 41 ряд. И в следующем ряду мы провяжем петли опять же лицевыми и попутно развесим маркеры. Нам надо разделить все петли на 4 части по 20 петель. Здесь у меня маркер начала ряда. Я провязываю 20 петель. Повесим первый маркер. Мы провязали первый клин. Отделяем его от остальных. Снова провязываю 20 петель. Здесь у меня второй маркер. Вяжем третий клин, 20 петель. Маркер. И довязываем четвертый клин до маркера начала ряда. Мы разместили маркеры, разделили нашу шапку на 4 части. В следующем ряду начинаем делать убавление для формирования макушки. После маркера, после любого каждого маркера всегда провязываем лицевую, далее 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем первый клин лицевыми, не довязывая 2 петли до маркера. Две петли перед маркером всегда будем разворачивать, провязывать вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее маркер. После маркера всегда лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Довязываем петли второго клина, не довязывая 2 петли до маркера. Их мы разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево, маркер переодеваем, после маркера лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Такие убавления делаем вокруг каждого маркера, довязываем ряд до конца. И не забудьте сделать убавку 2 вместе лицевой с наклоном влево перед маркером начала ряда. Следующие 2 ряда мы будем провязывать без убавок. Просто вяжем лицевыми по кругу. Убавления будем делать в каждом третьем ряду. Я провязала 2 ряда лицевыми по кругу. Вот моя убавка и 2 ряда. Следующий ряд снова с убавлениями. После маркера лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Перед маркером 2 вместе с наклоном влево. Таким образом, вяжем макушку шапки, пока на каждом из клиньев у нас не останется по 4 петли. 2 ряда по кругу лицевыми, ряд с убавками. Снова 2 ряда лицевыми, ряд с убавками. Когда у нас на шапке остается 16 петель, по 4 петли на каждом из клиньев, мы нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем
через все наши петли. Макушку затягиваем, нить уводим наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем, прячем хвостик. Хвостик прячем, уводя нить по диагонали вдоль задних стенок петель в одну сторону и в другую. Шапка наша готова. Отправляем ее на ВТО. Вот этот валик после ВТО должен разгладиться. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. И вот наша шапка после ВТО. Пряжа преобразилась, распушилась, стала плотнее, валик разгладился. Прикрепим бирочку, можно прицепить помпон, можно носить и без него. Шапочка выходит очень красивой, тонкой и теплой за счет альпака в составе пряжи. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.